На экране вы видите таблицу общепринятых норм кальция для разных возрастных групп. Дети от 6 месяцев – 200 мг, от 7 до 12 месяцев – 260 мг, от 1 года до 3 – 700 мг, от 4 до 8 лет – 1000 мг, от 9 до 18 лет – 1300 мг. Женщины от 19 до 50 лет – 1000 мг. Мужчины от 19 до 70 лет – 1000 мг. Женщины от 51 года и старше – 1200 мг. Мужчины от 71 года и старше – 1200 мг. Однако, согласно ученым, эти нормы завышены, и вполне достаточно потреблять от 500 до 700 мг кальция в сутки. В этой теме невозможно прийти к единству во мнениях, и поэтому каждый сам определяет свою норму в предложенном диапазоне от 500 до 1200 мг. Но возникает другой очень важный вопрос. Как не выйти за пределы нормы, чтобы не было недостатка и не было избытка? Ведь и одно, и другое вредно для здоровья. Перед тем, как мы разберемся в этом вопросе, давайте уточним, чем вреден недостаток и чем вреден избыток кальция. Отклонение уровня кальция от нормы, как правило, дают о себе знать не сразу. На ранней стадии дефицит кальция может протекать бессимптомно. К тому же, первые выраженные признаки этого состояния нельзя назвать специфичными. Это повышенная утомляемость, мышечная слабость, нарушение сна. Все это больше похоже на банальную усталость, а потому на такие сигналы практически никто не обращает внимания, и заболевание прогрессирует. Со временем дефицит негативно сказывается на внешнем виде человека. Ногти становятся хрупкими, волосы ломкими, кожа приобретает нездоровый цвет и становится сухой. Могут появиться проблемы с зубами, нарушается осанка. В более запущенных случаях возникают онемение пальцев и судорожный синдром. Нехватка этого макроэлемента приводит к разрушению костной ткани. Следствием продолжительного дефицита почти всегда становится снижение минеральной плотности кости, что в дальнейшем повышает риск развития таких болезней, как остеопороз, спондилез, остеохондроз, остеоартроз. Недостаток кальция может спровоцировать развитие кариеса и выпадение зубов. Переизбыток кальция не менее вреден, чем его недостаток. При повышении уровня минерала в организме могут отмечаться ухудшение памяти, депрессия, сонливость, боль в мышцах и суставах, кожный зуд, нарушение аппетита, тошнота, у женщин болезненные менструации. Гиперкальциемия способна спровоцировать появление камней в почках, судорожные приступы, аритмию, язвенную и желчнокаменную болезнь и другие расстройства. Кальциевидные отложения на стенках кровеносных сосудов опасны развитием инфаркта и инсульта. Итак, очевидно, что дисбаланс кальция приводит ко множеству заболеваний, а по мнению врачей их более 100. Что делать? В первую очередь необходимо посчитать, сколько кальция вы потребляете в сутки. Если мало, то добавить, если много, то убавить. Уже этого может быть достаточно, чтобы предостеречь себя от проблем со здоровьем в будущем. Далее можно обратиться к грамотному диетологу или нутрициологу, или другому специалисту и сдать анализы крови, чтобы увидеть по факту, сколько кальция усваивается в вашем организме. Ведь потребление – это одно, а усвоение – это другое. Ну а теперь давайте посчитаем, сколько кальция может потреблять среднестатический человек в течение суток. Кальций поступает в организм человека, во-первых, из воды, затем из еды и биодобавок, если он их принимает. Сколько кальция человек получает из воды? В сутки человек потребляет примерно 2-2,5 литра воды.
Если ваша норма другая, то соответственно расчеты будут другими. По данным большинства СанПин, нормой присутствия кальция в воде считается от 25 до 130 мг на литр. Хотя, по мнению серьезных ученых, кальция в воде не должно быть больше 40 мг на литр. Опять же, единого мнения о норме не существует, поэтому вам придется ориентироваться интуитивно, смотря на диапазон от и до. Но в данный момент, для примера, мы возьмем норму СанПина от 25 до 130 мг. Итак, умножаем 2 литра воды на 20 мг кальция и получаем 50 мг. Умножаем 2,5 литра воды на 25 мг, получаем 62,2 мг кальция. Теперь продолжаем то же самое, но по верхней границе диапазона. Умножаем 2 литра на 130 мг, получаем 260 мг. Умножаем 2,5 литра на 130 мг и получаем 325 мг кальция. Таким образом, если вы потребляете воду с содержанием кальция в пределах от 25 до 130 мг на литр, вы получаете в день от 260 до 325 мг кальция. Зафиксируйте этот момент. С водой вы получаете примерно половину суточной нормы кальция, и это немало. Сразу возникает логичный вопрос: а как узнать, сколько кальция в воде, которую я пью? Вы можете узнать это двумя путями. Во-первых, если вы пьете привозную воду, попросите продавца предоставить вам эти данные. У каждого продавца воды есть ТУ, в которых написано, сколько содержится кальция в данной воде. Во-вторых, если вам подают воду по трубам или у вас в доме стоит своя система водоподготовки, то необходимо сдать воду на анализ. Это стоит копейки, если вы сдадите воду, чтобы проверить ее только на содержание солей. Далее. Сколько кальция человек получает из продуктов? Здесь немного сложнее, но ради здоровья стоит это проделать, чтобы быть уверенным, что с потреблением кальция у вас все нормально. Вам предстоит посчитать содержание кальция в продуктах, которые вы потребляете ежедневно. Но все считать не нужно, учитывайте только основные продукты. Приведу пример, как это делается. Потерпите пару минут нудных вычислений, и после подсчетов будет сделан важный вывод. Основным источником кальция в рационе среднестатического человека принято считать молочные продукты. В частности, в 100 граммах молока или кефира 2,5% жирности содержится 120 мг кальция. В 100 граммах творога 5% жирности содержится 164 мг кальция. В 100 граммах твердого сыра 50% жирности содержится до 1000 мг кальция. Таблица основных продуктов, которые содержат много кальция, сейчас на экране. Рекомендую сделать скриншот или добавить это видео в закладки или плейлист, чтобы таблица всегда была под рукой. А я пока сделаю примерный расчет. Допустим, вы выпили сегодня 2 литра воды. Значит, вы получили от 50 до 260 мг кальция. На завтрак, например, вы съели омлет из 4 яиц, это 126 мг кальция. Сыр российский, ломтик 30 грамм, это 264 мг кальция. 2 кусочка белого хлеба, это 20 мг кальция. Итого, позавтракав, вы потребили из продуктов 410 мг кальция. На перекус, например, вы потребили кофе на молоке, чашка 100 мл. Это 17 мг кальция. Круассан яблочный. Это еще 15 мг кальция. Итого 32 мг кальция. На обед, допустим, вы съели 150 грамм куриной грудки, 9 мг кальция, 200 грамм гречневой каши, это 20 мг кальция, и салат греческий с брынзой, это 137 мг кальция. Итого в обед вы получили 166 мг кальция. На ужин, скажем, вы съели 4 сырника с медом и сметаной, и это 180 мг кальция. И еще, перед сном стакан кефира.
Это еще 240 мг кальция. Итого, в день вы потребили с воды от 50 до 260 мг кальция, с продуктов 1028 мг кальция. Всего получилось в день от 1078 до 1288 мг кальция. Сейчас снова на экране таблица рекомендуемой нормы кальция по возрастам. Получается, для подростка это нормальный рацион, но для взрослого ребенка это многовато. Короче, лично для себя я отметил 4 момента. Первый. Лучше не пить воду с высоким содержанием кальция. Известный ученый, академик Друзьяк долгое время занимался изучением факторов, определяющих долгожительство в определенных районах Евразии. В результате 20-летней работы он определил, что одной из главных причин долгожительства в Якутии, Абхазии, Дагестане, Нагорном Карабахе, а также в некоторых районах Северного Кавказа и Азербайджана является местная природная вода с содержанием ионов кальция в пределах всего от 8 до 20 мг на литр. Там, где содержание кальция в воде было меньше или больше указанного интервала, число долгожителей резко снижалось. Таким образом, снижение концентрации солей кальция в воде до верхней допустимой границы 20 мг на литр делает ее наиболее благоприятной для поддержания физической активности, здоровья и долголетия. Соответственно, если в воде кальция немного, то можно пополнить его продуктами. Но с другой стороны, если вода содержит много солей кальция, то при типичном питании у человека точно будет переизбыток кальция. А это камни в почках, больные суставы, забитые артерии и множество других проблем. Второй момент, который я для себя отметил, это не стоит налегать на твердые сыры и творог. Можно реально перебрать с кальцием, ведь в 100 граммах сыра суточная норма кальция. А если превышать норму кальция на регулярной основе, то можно реально заиметь проблемы со здоровьем. Третий момент. Зная, какую воду мы пьем и какую пищу мы кушаем, нужно быть осторожными, чтобы не перебрать кальция из БАДов и мультивитаминных комплексов, ведь там еще содержится до 1000 мг кальция. Только представьте, если добавить эти 1000 мг к уже тем, которые вы получили с водой и пищей. Запомните, максимальное допустимое количество кальция в сутки для здорового человека равняется 2500 мг. И четвертый момент. Нужно периодически проверять, что именно мы кушаем в течение недели и сколько там кальция. И если что-то не так, то подкорректировать свое питание. А что вы думаете по этой теме? Мне будет интересно узнать ваше мнение. Напишите в комментариях.